Война. День 210. Ситуация на фронтах. Путин и Шойгу обратились к населению России, объявив им о начале мобилизации. На словах якобы частичной, но в документах никакой частичности нет. Для начала в планах призвать порядка 300 тысяч человек, что ярко демонстрирует о нависшем поражении России в войне, а мобилизация – это попытка избежать этого поражения. Что интересно, Шойгу заявил, что потери российской армии менее 6 тысяч человек, а украинской более 100 тысяч. Вот только непонятно, есть ли такое соотношение потерь, зачем же им тогда мобилизация 300 тысяч, и почему российская армия отступила из Харьковской области, бросив сотни единиц техники, а не форсировала Ла-Манш, скажем. Также в России ввели запрет на выезд за границу ряду категорий граждан, которые подлежат мобилизации. В целом, у меня никогда не было сомнений, что у России может не хватать человеческих ресурсов, и при желании они призовут столько, сколько захотят, а общество это проглотит. Людей им хватит, вот только чем они воевать собираются, если уже есть проблемы с техникой и приходится расконсервировать старые танки Т-62, закупать оружие у Ирана и Кореи. Восток. Украинская армия не торопится продвигаться дальше в Луганскую область со стороны Харьковской, а сосредоточилась на создании укреплений занятых позиций. Хотя несколько плацдармов на левом берегу Оскола у ЗСУ есть, но для дальнейшего продвижения необходимо наладить логистику и дать войскам отдохнуть после стремительного наступления. Южнее украинские войска продолжают осуществлять давление на россиян и постепенно продвигаются. Так, к освобожденным Святогорску, Щурово и Деброве добавилась Яровая. Также поступают сообщения о освобождении Студенка, но пока без визуальных подтверждений. Бои за Лиман продолжаются. Вчера подтвердилось освобождение Белогоровки в Луганской области, а украинским войскам удалось отодвинуть линию фронта еще дальше, нанеся потери россиянам. Дальше бои за Верхнекаменское, Спорное и вдоль трассы Т-1302. Россиянам, в свою очередь, удалось продвинуться по направлению Бахмута. Бои сейчас идут за Курдюмовку и Николаевку. Таким образом, они пытаются обойти Бахмут со стороны. На Донецком направлении российские войска атаковали украинские позиции в районе Марьинки и Новомихайловки. Обе атаки были успешно отражены защитниками. На южном фланге идут артиллерийские бои, но без продвижений ни одной из сторон. Юг. Россияне продолжают попытки хоть как-то наладить логистику с правым берегом, пытаясь восстановить разрушенные переправы. Так, на Каховской ГЭС они перекинули 2 мостика через шлюз, а также решили засыпать его землей вместе разрушенных мостов. Правда, это все не страхует от повторных ударов «Хаймерс», которые не заставили себя долго ждать. Российские войска предпринимают контрнаступательные действия вдоль трассы Николаев-Херсон и пытаются вернуть утраченные позиции, но по имеющейся информации у них это не выходит. Сообщается о боях на других участках фронта, а также участившихся ударов украинской авиации на юге, но о новых продвижениях неизвестно. Спасибо за просмотр, буду благодарен вашим лайкам, комментариям, подписке и колокольчику, и огромное спасибо всем, кто поддерживает канал финансово.